во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом.
Должен бы привал тут быть. Ну а как же иначе? Отмахали с утра уже километров 30. Родниковой, ледяной водицы. По пол-ведра бы на брата, а? Полк, вперед! Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной Донской степи хуторка. Вот так ты и письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь. Николай, вот тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовый. Нет у меня жены. Разошлись. Давно. Прошлый год. Вот как. Ну, а дети с кем же? У тебя их никак двое. Да с матерью. Ты бросил жену, Микола? Нет. Она меня. В первый день войны возвращаюсь домой из командировки, а ее нет. Оставила записку и ушла. Что же она, стерва, другого сыскала? Не знаю. Значит, нашла. Ведь вот какой народ эти бабы. Парень ты себя видный. Хорошее жалование получал, агрономом работал. Какого же ей черта надо было, а? Об детях-то она, сука, подумала. Петь, дай закурить, родной. О. Петь, медсамбат. Ходив? Ходив. Ну і що? Ничего. А чого ж ти ходив? Так просто ходил. Знакомых искал. А ти знаєш, там була одна гарненька. Не клюнула? Да я не старался, чтоб клюнуло. Ну це ти брось, не бреши. Я ж бачив, як ти чоботи травою начищав і медаль свою тряпочкою надраював. Ну, правда, там попадається не з такими медалями. Дурак. Говорю ж тебе, что в мыслях не держал. Так просто прошелся. После твоих харчей не шибко разгуляешься. В последнее время до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть. Это точно. Эй, чё ж ты так вы заворачиваешь чрезвычайную в палец толщиной? А ну-ка, цепай А половину. я тонкий из чужого табаку. Крутить не умею. Отсыпай! Ну, ладно. Ах и селёную чужбинку, мать-то, а. Я из своего делаю малость потоньше. А що ж тобі сниться, герой? Постные сны вижу. Всякая дрянь снится. Вроде твоей каши. Ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни. Я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточно. А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Вот она ее в 3 узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное. Женщина.
Я, брат, их знаю. И ведь вот на какие штуки женщины, это чертово семя, способны. Это еще до войны было. На 1 мая. Я и мои другие товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Ну, собрались семейно, с женами. Гуляем. Гармошка нашлась. Ну, подпили несколько так по литру на брата. Ну, я, конечно, подпил. И жена Настасья Филипповна тоже. И была на этой вечеринке барышня. Очень она хорошо эту цыганочку танцевала. Лежу я на нее, любуюсь. Ну и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нету. А жена Настасья Филипповна. Настасья Филипповна. Я же тебе говорил, что магнитофон. Я сниму. Шведский ключ у тебя есть? Неси его, Митя. Неси, говорю, рыбий глаз. Петька Лопахин. Ну, как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов? Пойди с поваром поговори, у меня голова болит. Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль. Пойдем, Коля, лучше искупаемся, а то и трогаться скоро пойдем. Ой. Привет. Ты щегой. Пошли с нами искупаемся. Как-нибудь ототрем тебе. Вот, Микола, тягач так тягач, но сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? То этот мотор 3 сцепа комбайнов попрет, даю честное слово. А ну, давай заводи. Пойдем, он тут долго будет. А ты еще не купаешься, Некрасов? А? У меня малярия. Мрачный ты нынче, Николай. Чего так? А? Чему же радоваться? Не вижу основания. Ну, не видит он основания. Живой, живой. Ну и радуйся. Ты, гляди, денек-то какой выдался. Благодать. Эх, удивляюсь я тебе, старый ты солдат. Год почти воюешь. А всяких переживаний по тебе прямо как у допризывника. Ты что думаешь? Дали нам дух, так уж все. Конец свету. Войне конец. Ты, Лопахин, вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески. Он даже ухитрился в медсанбат сходить. А вот жалко, что со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша 3-го ранга, что посмотришь на ее. Ой, серьезно тебе говорю, при таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а 6-ствольный миномет. Даже опаснее для нашего брата. Я уж не говорю про этих, про командиров. Для меня ясно одно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем. Но о кое-чем можно догадываться. Идем в 5-й день. Скоро Дон. А потом Сталинград.
Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией. Топаем, топаем. И когда упремся, неизвестно. А ты живой, но мало радуйся. Солнце светит, кувшинки плавают. Иди ты, знаешь, куда со своим кувшинком. Мне на них смотреть-то тошно. А я не вижу оснований, чтоб мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Бьют нас. Значит, по делам бьют. Воюете лучше, сукины сыны. Я тебе вот что скажу. Ты при мне, пожалуйста, не плачь. Я твоих слез потирать не буду, все равно. Да я в утешениях не нуждаюсь, дурень. Ты своего красноречия понапрасну не трать. Ты вот лучше скажи мне, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Вот тут вот научимся. Вот в этих вот степях научимся. Я уж, например, дошел до такого градуса злости, что вот плюнь на меня, слюна кипеть будет. Зверею. Прыгай сюда, а то утоплю. Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий. Чего это у вас там возле, славяне? Раки! А где вы достали? А возле плотины. Родники там, что ли? Вода холодная, прям страсть. Много наловили? Около сотни, но не крупный. Ну это ж много на двоих-то, ребята. Вот что, берусь достать ведро и соли. Идет? Идет. Эй! День добрый, здравствуйте. Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерко? И немножко соли. Рак наловили-то хотим сварить. Соли вам? Да. Да мне вот кизика вот этого поганого вам жалко дать, не то что соли. Матушки мои, за что ж такая немилость к нам? А ты не знаешь за что. Бесстыжие твои глаза. Куда идете? За Дон поспешайте. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружья брать, да оборонять вас от немцев? Народ-то на кого бросаете? Ни стыда, ни совести у вас проклятых нету. Соли вам захотелось, чтобы вас на том свете солили да не пересаливали. Не дам! Ступай от седова! Ну и люта же ты, мамаша. Не стоишь ты того, чтоб с тобой добрый быть. Медаль-то на тебя навесил, небось, не за раков. Ты мою медаль, мамаша, не трогай. Она тебя не касается. А меня, соколик-то мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как оглашенные, доставляли все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой? Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь. Как умею, так и рассуждаю. А дам ты не вышел учить-то меня. Наверное, в армии у тебя никого нету. А то б ты иначе рассуждала. У меня-то никого нет. Пойди спытай у соседей, они тебе скажут. У меня 3 сына и зять на фронте. А 4-го младшего сынка убили в Севастополе городе. Понял? Стороне ты человек чужой, потому я с тобой так по-мирному и разговариваю. А заявись, сыны, я бы их на вас не пустила. Благословил бы палкой через лоб и сказал бы своим материнским словом: взялись воевать, так воюйте окаянные как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать. Извини, мать. Извини. Поговорил, как меда напился.
Эй, служивый, погоди-ка. Посуду тогда принеси. Ну что же, мы люди не гордые, можно взять. Спасибо, мамаша. Спасибо. Старушка такая веселая, разговорчивая попался. Ну, прям прелесть, а не старушка. Сыну ее тоже в армии. Но она увидала военного, конечно, растаяла, угощать затеялась. Сметана предлагал. И ты отказался? Ну что я, бродяга, что ли, какой? Чтобы у бедной старушечки последнюю сметану сожрать. Это смотря какая старушка. Старушка, ты лучше про свою старушку расскажи. Ладно тебе Напрасно смеяться. отказался, Лопахин. А вот, кстати, понесешь ведро? Попроси мне сметанки. Ох, держите меня, товарищи. Я от этих ароматов прямо ж в огонь могу свалиться. Полдюжины пива вот сюда, да, Сашка? О! Ледяного, трехгорного. Хоть бы брезентом накрыли машину и спекутся ведь на такой жаре. Совсем бы как на Садовой, да? В Ростове, в гостинице «Интурист». Укропчиком пахнет, свежими раками. Без пива пойдут. Глаза уже вылезают. За каким лешим понесло их днем? Степь голая. Налетят самолеты и наделают лапши. Может, они по необходимости тронулись. Что-то и саперы перестали своими молотками стучать. Улыбнулись нам раки. Твою в три Господа Бога, старая каланча. Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна. За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего. В бой идти со знаменем – это подходящее, а уже отступать с ним. Как предполагаешь, устоим? Надо бы устоять.
Это ж не земля, а увечье для народа. А? Ну как, Микола? Доходная работенка, а? Вполне. Ты ее ж порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Да ни в какие ж трудодни нашу работу не уложишь. А ну, кончай разговоры! Звягинцев! Едь! Микола, а? Ты сука. Ну теперь в скорости жди гостей. Кочетыгов, копай поглубже. О, как май борода. Чебрецом замаскируй.
Помог, Макар! Сходу! Кочетыгов! Подпусти поближе! Умыли мы их, блин. Они сходу хотели взять нахрапом, а мы их умыли. Пускай опять идут. Мы их опять умоем.
Огонь! Орялики! Родные мои! Вперед! Дайте им жизни! За Родину! Вперед! Милый ты мой. Ну чё, комбайнер? Брось, на эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Какой хлеб погиб, а? Вот что сделай, окостенел. Николя Стрельцов, перед тем, как в госпиталь его отправили, поручил присматривать за тобой. Смотри, говорит, за этой полудурой, за Звягинцевым. А то не равен час убьют его по глупости. Вот я и оберегаю тебя. Сухаря пожевать хочешь? Дай один. Два. Это ж надо, а? Да не терзай ты себя. Поговори лучше со мной. А то бормочешь один про себя. Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю. Ты мне не начальство, чтобы воспрещать. Ошибаешься, дружок. Именно я и начальство над тобой. И ты мне в настоящее время должен не грубить, а наоборот,
всячески угождать. Это почему ж такое ты оказался в начальниках? Потому что головой надо думать, а не железкой вот. От полка остались одни осколки, мелкие. Еще повоевать малость с таким же усердием. И нас в полку останется как раз трое. Ты да я, да повар Лисиченко. А раз уж нас останется трое, то в должности командира кажусь я. А начальником штаба назначит тебя, дурака. Так что ты со мной дружбу не теряй. Таких, как ты, командиров не бывает. Это почему же? Потому что командир полка должен быть человек серьезный, самостоятельный, на слова. А я что ж, по-твоему? Дурак, что ли? А ты балабон и трепло. Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? А у меня и сейчас есть горе, а что? Что-то не видно по тебе. А я свое горе на выставку не выставляю. А какое же у тебя, к примеру, горе? Обыкновенное по нынешним временам. Город-то мой, небось. Заняли, а там мне жена, отец старик, шахта, на какой я с детства работал. Товарищей я многих за войну потерял навсегда. Понятно тебе? Вот видишь, Лопахин, какой ты человек. Эдакое горе у тебя, а ты все шутки шутишь. Вот Микола Стрельцов был настоящий, серьезный человек. Он меня невыносимо уважал. И я его тоже. Его за серьезность характера даже жена бросила. Ну? А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа. Ты только уголь ковырять и можешь, да из длинного своего ружья стреляешь кое-как с грехом пополам. Нет, пустой ты человек. Одна внешность у тебя, а больше ничего нет. Бронебойщик. Дело серьезное. Не по твоему характеру, а характер у тебя, Петя, характер у тебя. Эй, ты что это? А ну-ка дай задний ход. А никого. Что-то я вроде задремал, Петь, а? Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Вот же сил в тебе лошадиная, а на сон ты слабый. Верно. Я опять могу уснуть на ногах. Ты как только увидишь, что я вот так вот голову опускаю, а? Я тебя прошу, Петь, стукни меня в спину, да покрепче, а то не услышу. Вот это я с удовольствием. Прикладом промеж лопаток. На-ка, закури, Вань. То, глядишь, сон-то от тебя отвалит. Больно вид-то у тебя у сонного жалкий. Прям как у этих. У кого? У этих. Даже хуже. Ты тут всего на одну цигарку. Бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до чего ж мы табаком обнищали, а? Закуривай, не рассуждай. Закуривай. Вот. А ну дай-ка. Пару раз садану. Кури, Ваня. На доброе здоровье. Эх, да чего ж обзор у меня роскошный. Прелесть просто, а не позиция. Петь, давай подсоблю. А то предбудущему командиру полка как-то неудобно в земле ковыряться. Подсоби, Ваня, подсоби. Вот отсюда будем их бить, поганцев. Ох, будем бить. Что только
стружки с танков полетят. И мясо пополам с шерстью, бля. Нынче ты храбрый стал. А вчера, когда танки на нас пошли, с лица-то сбледнел. Петь. А я всегда бледнею, когда они на меня идут. Сашка! Патроны давай! Патроны давай! Как будто я без тебя не знаю, что делать. Тоже с дамскими нервами оказался. Эй, богомолец Иван. Чего ты по-стариковски, все больше сверху ты елозишь? В земляной работе, как в любви, надо достигать определенной глубины. А ты все сверху норовишь копаться. Поверхностный ты человек, Ваня, поверхностный. Вот через это тебе жена и письма-то редко шлет. Вспоминать тебя черта ничем добрым не может. Ну, Ваня ты, Ваня, мать твою. Господи ты, боже мой, до чего ж ты, Петя, сквернословить гораздо? Ну, ругался бы пореже. Ты на кого эту собачью стойку делаешь? Аль дичь причуял? Ну-ка, Сашка, побудь здесь, на страже интересов Родины. А я смотаюсь на минутку в это черепичное здание. За какой нуждой? Схожу на разведку. Если старшина или кто другой спросит, где Лопахин, скажи, мол, до ветра побежал. Какие-то ужасные схватки у него в животе начались. Может, даже дизентерия. Ой, гляньте-ка, девчат, какой солдатик идет. Пашка! Язве твою душу. Почему до сих пор кобылы нету? Да успеешь, Лука Михайлович, свою старуху до Дона домчать. Здравия желаем! Лопахин Петр Федотович. Здравия желаю. Это что ж такое, папаш? Колхозная конюшня? Нет, это наша молочная ферма. Ага. Вот, собираем соводство. Пропадет наш хутор. Все огнем возьмется, если бой тут будет идти. Да, хутору вашему, как видно, достанется. Но мы его будем оборонять, папаш, до последней возможности. Помоги вам Бог, Господи, спаси, помилуй. Ну, а молочка-то свежего можно добыть у вас? Или хотя бы масла сливочного? А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей молочной фермой. Он настоит, конопатенькая такая. А вы кто ж такой будете по чину? Я тут конюхом работаю. Вот уж 3-й год работаю. Работаю, дай бог, всякому. И покос за мной, и присмотр за мной, и премию нынешний год мне сулили. Не знаю, как вас по отчеству, Глаша, но вы просто прелесть, а не женщина. Ну, просто взбитые сливки. Вот на мой аппетит, возможно, целиком. За один присест скушать. Ей-богу. А так вот намазывать по кусочку на хлеб и жевать, даже без соли. Да уж какая есть. Да ладно вам скромничать-то. Определенно хороша Глаша, да не наша. А с чего это вас так разнесло-то? Неужели с парного молока? Или с простоквашки? Ну, хватит. Бери бидон, да пойдем. За маслом потом придешь. Когда потом-то? Когда? А? Я такие глупости не люблю. В раз остынешь. Ругаться будем, да? Ох, ругаться будем. Иди сюда. Иди сюда. Ну что? Ну что Ой, ты? Ой, я сейчас закричу. Легерья, чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей. И чтоб кобылу мне в 2 счета привела. За Дон будете отступать или здесь останетесь? Интересуюсь на всякий случай. Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами? Нет, нам пока не по пути. Но если уж доведется, то где мы встретимся-то, Глашенька? Да вроде ж ни к чему встречаться-то нам.
если уж так захочешь повидать, что будет, не втерпешь. В лесу на той стороне Дона поищешь. Мы далеко от хутора не пойдем. Понял. Пойду, Сашка. А? Старшина ругаться будет, не ходи. Я бы не пошел. Да ноги меня сами несут туда. Эх, Глаша, Глаша. Если бы не война, согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать. За чьи дойки-то? Это не важно. Пойду. Что, я психой, что ли, что под сливочного масла отказываться? Не врагу живо оставлять. О, если масло дают, так черт дремать-то, иди. Возвращаю ваш портрет. Один готов. Серьезно же у него там начинка. Ну вот! Если бы эти черти поднебесные зенитчики всегда так стреляли, а то патрон! Держи. На нас идут. Впереди пикировщики, сейчас палить будут. Вот они, пошли! 3 корпуса, 4, бей их! Бей! Бей его, стерву! Бей скорей! Патрон! Чё заснул? Петь, чё заснул, спрашиваю? Ты не раненый? Петь! Уйди, Сашка! Долетался, твою в гробину мать-то. Долетался. Вот так, Сашка, примерно надо их бить. Ну ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Петр Федотович. А? Вольно.
нету. Молодец, Лопахин! Видал? Доброе! Как я его завалил? Гляжу, он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня: Федя, меня не убили? А глаза у него ну прямо по кулаку на лоб вылезли. И пареной репой от него пахнет. Он со страху-то видно того. Некрасов, живой. А чего мне? Что ж, поздравляю с удачей. Как ты его? Бери, выпей. О себе. Давай, давай. Спасибо. Ой. Это у тебя первый? Первый. Подполковник звонил недавно. Спрашивал, кто сбил самолет. Наверное, будешь представлен к награде. Это хорошо. Я согласен. Ну, ступай. Скоро надо ждать наступления. Передай Борзых, бой будет страшный. Они ж не знают, сколько нас всего. Они ж думают, нас тут целая дивизия. Ремни-то у тебя ладные. Жаркий будет денек. Так что смотри в оба. Переправу держать надо. Войска должны пройти. Ну как, сибирский житель? Тебя, однако, и бомбы не берут. А меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет. Угостил бы шанишками-то. В гости ж пришел к тебе. А ты сходи в гости к моей жене. В Омск. Какой сегодня день-то? Воскресенье. Воскресенье. Обязательно она пекет шанишки. Вот она тебя угостит. Не, не пойду. Далеко. Прах с ними, шанишками твоими. Да. Далеконько, однако. Далеко. Лучше ты, Лопахин, угости меня табачком. Табачком. Давай, ты пожег, что ли? По что пожег? Нет. Чужой-то он завсегда вкуснее. Да давай, не скупись. Если бы мне пофартило долбануть самолет, я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям. Лейтенант приказал передать тебе, чтоб глядел в оба. Парень с головой. Знаешь, что думает? Что танки на нас сперва будут силу пробовать. Вон за теми вот высотками, какие против нас. Им хорошо сосредоточиться. И проход хороший. На нас и попрут. Вот. Лейтенант так и сказал. Я, говорит, на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Будем стоять до последнего, Аким. Правильно делает, что надеется. Народ в полку бывалый. Большинство коммунисты. Да и лейтенант хорош, а? Хорош парень, да. Мы устоим, вот как соседи. Соседи больше как-нибудь устоят.
Ну, желаю удачи, Аким. Взаимные тебе. Этого мне только не хватало на старости лет. Здравствуйте, наша вам. Доброго здоровьячка. Благодарю за внимание. Катайте дали к чертовой матери. Ох, сказал бы я тебе сейчас. Но не для тебя сохраняю самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидеть? Где кухня? И что мы сегодня будем жрать, по твоей милости? Ніхто мене сюди не сажав, браток. Я сам вирив собі окопчик і отаборився тут. Тоскно мені стало сьогодні коло кухні. От я і покинув її. Он тут отабрился. Ты что ж думаешь, мы без тебя оборону не выдержим, что ли? Іменно. Попав у саме яблучко. Не понадіявся я на тебе, Лопахін. Подумав, що ти дрогнеш у важку хвилину. От я і прийшов. Ты мне ответь, и без этих твоих штучек. Что мы сегодня жрать будем? Борщ. Как, Петя? Как? А так. Борщ із свіжою бараниною і молодою капусткою. Бачиш, яке діло? Бомбою коло мосту овець побило. Так я одного дорізав. Не дав йому злою смертю здохнути. Розумієш? Ну і зажарку зробив, свіжої капусти на огороді добув. Злодійське, правда, добув. Зажарку зробив і прийшов. От. Повоюю трошки. Піддержу вас. А там прийде пора, і гарячий борщ із свіжою бараниною по можливості буде доставлений. Так що в мене все в порядку, Петрусь. Що за то, Петруся, била мене матуся? Ой, лихо не Петрусь. Ну, ти довольний мною, герой? Чего ж ты молчишь? Тезка мой дорогой, Петя. Знаєш, Петь, краще б ти замість оцих собачих ніжностей дав би мені гранатку. Я тебе дам гранатку, Петя. Я тебе дам. На тебе гранатку. Дай гранатку, дай, може згодиться на діло. На тебе. Вот эту дернешь. И по голове его, гада, по голове его. Ничего. Благодарю за внимание. Ну, Сашка, подтяни штаны и держись. Как у тебя настрой? Ничего? Вот это хорошо. Главное в нашей вредной профессии, это чтобы настрой не падал. Патрон. Ой-ой-ой-ой-ой. А стреляет-то как? Да гляди, Сашка, кто их там научил так? Я бы того человека в маковку рассылала. О! Ты гляди, что делает, Сашка. Ведь как мы чего доброго можем нынче безработными оказаться. А? Сашка.
Пошел, Сашка! Что это ты, Сашенька, такой серый стал? А ну-ка давай! Посереешь от такой жизни! Вот он! Бей его, стерву! Аж! Там еще патрон! Патрон! Ух! Ты, сволочь, раздолбанная корыта! Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял? Я? Ты? Увидел ее, бей с лету! Мне он тут мертвый нужен, а не пленный. Бей его, пока он руки вверх не успел поднять! Да я по колени, по лодку забреду в его поганую кровь!
спаси. Господи, не дай меня в трату. Господи. Вот до чего довели человека, сволочи. Ну, конечно, мне как беспартийному вся эта религия вроде бы не воспрещается, но все-таки не очень. Не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось. Небось, нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь. Смерть-то, она не родная тетка. Она, стерва, всем одинаково страшна. Партийному и беспартийному, и всякому иному, прочему человеку. Он же пьяная собака. Сейчас я тебя приземлю. Сейчас ты на земле добьешься.
Измотанные безуспешными попытками овладеть переправой, немцы прекратили атаки и закрепились на высотах. Вечером обороняющееся соединение получило приказ перейти на ту сторону Дона. Эх, жизнь ты наша жестянка. Вот она, кочетыгова работа. А самого уже нету в живых. Мать теперь узнает. Как же она после этого жить-то будет? А? Ах! Вот когда таких ребятишек по 18 да по 19 лет убивают, у меня на глазах я, брат, плакать хочу. Мне погибать совсем другое дело. Я пожилой кобель жизнью со всех сторон нюхал, но когда таких вот ребятишек... Хватит! Хватит тебе причитать. Ну, убили парня. Мало ли их сегодня побили. Всех не оплачешь. Давай трогаться. А то ребят далеко ушли. Как бы не отбиться нам. Закурить бы. Потерпишь, не куря. Потерпишь, потерпишь. Русский солдат, конечно, все вытерпит. Но и у него ведь терпелка не из железа выструганная. Я нынче до того натерпелся всякой всячины, что вдоль моего терпения все швы полопались. А Звягинцев Иван тоже убит? А? Ну, я откуда знаю? Ну, ты же говоришь, что видел, как он падал-то. Ну, видел. А убит он или ранен, не знаю, я за пульс его не щупал. Может, это не он? Может, не он падал-то? Ты же мог самотохи не разобрать. Да нет, он падал. Звягинцев. Это я точно видел. Мина сзади рванула, ну он с ног долой. А насмерть или как уж, я не знаю. Сестрица, родная, откуда же ты взялась? Ты бы мне еще водочки, сестрица. Какая там водочка? Нельзя тебе больше. Никак нельзя, миленький. Пришел в себя и хорошо. Огонь-то никакой ведут, ужас. Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до Мецанбата. Слушай, куда меня поранило? Всего тебя. Всему досталось. Ноги целы или как? Цело-цело, миленький. Только продырявлено немного.
Ты не беспокойся и не разговаривай. Вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует. Лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь. И все будет в порядочке. Война любит порядочек. Всего, значит, испятнали. Сказала тоже. Какой же это порядочек? Миленький, потерпи, пожалуйста! Сейчас двинемся дальше. Тут уже недалеко осталось. Слышишь ты? И зачем это берут таких обломов в армии? Ну зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя такого меренно? Ведь в тебе, миленький, верных 6 пудов. 93 Что 93? килограммов. Столько во мне было до войны. Теперь меньше. Ты вот что, дочка, ты брось меня, не мучайся. Я сам полежу малость и сам попробую. Руки целы, долезу как-нибудь. Вообще глупости какие! И к чему это вы, мужчины, всегда с такой ерунду говорите? Куда ты годен? Куда? Это только так. Устал немного, а как только отдохну, снова тронемся. Я еще не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен. У меня всякие случаи бывали, даже похлеще этого. Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная. Ну куда прешь, пехота? Тут минировано. Да здесь же не обозначено.
Как это не обозначено? Вон, видишь, люди расставлены, столбики забиты. Держи правее. А это что же у вас? Раненый? Наш лейтенант. Бедняга. Растрясете вы его по такой дороге. Слыхал, Лопахин, какие у этих кашкадав порядки? Минируют и какими-то столбиками огораживают. Да что это, опытное поле, что ли? Тут на телеграфный столб напоришься, и пока лбом об него не стукнешься, ничего не разберешь. Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там, считай себя спасенным. Веселенькое дело. От немца ушли, а на своих же родных минах начали подрываться. А таких случаев в жизни бывает, сколько хочешь. Кажется, вот человек достиг уже своей цели. И, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке. Вот у нас в колхозе случай был. Да закройся ты со своими случаями. Случай. Тобой только сваи на мосту забивать. Да ведь дорога-то какая. Ложись! Вот цепанула. Чую. Слушай, Лопахин, ты не знаешь, куда нас старшина ведет? К Дону. Я не про то. К мосту он нас ведет или куда? Левей. А как же переправляться-то будем? На соплях. А ты не здесь, Лопахин. И вот ты все злишься. А чего ты, спрашиваешься, злишься? Тебе одному не сладко, что ли? Всем так же? А то и злюсь, что ты глупости одни болтаешь. А ничего такого особенного я и не сказал. Ничего. Ты же знаешь, что немец по мосту бьет? Ну, знаю. Знаешь, что спрашиваешь, к мосту идем или куда? И вообще отвяжись от меня со своими дурацкими вопросами. И без тебя тошно. И на пятки мне не наступай. А ты на свои пятки фонари навесь. Тоже с дамскими пятками оказался. Фонари это я тебе могу навесить в случае чего. Держи дистанцию, Сашка. Я и так держу дистанцию. Да какая же это дистанция, если мне все время на пятки наступаешь? Ну, чего ты возле меня трёсся-то? Да не трусь я возле тебя. На черт ты мне сдался? Нет, трёсся. Че, ты потеряться, что ли, боишься? И вот ты опять злишься. Потеряться я не боюсь. А переправляться без моста, ну, как бы тебе сказать, ну, посай, что ли? Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею. Может, ты хоть на время закроешься со своими разговорами? Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось самые пустяки, только до Дона. И потом я перед смертью должен высказаться. Даже закон есть такой, что перед смертью высказываться. Не скули, Сашка, потерпи немного. Как-нибудь переправишься. Как же я переправлюсь? Оглох ты, что ли? Все время тебе толкую, что плавать я вовсе не могу. Ну как я переправлюсь? Умеете плавать? И то с таким имуществом надо тонуть. А ты еще этих чертей патронов насовал мне в мешок 2 пуда. Нет, мне тонуть надо непременно. Это я знаю. Вот только за каким чертом патроны и всю остальную муру несу. Мучаюсь напоследок перед смертью, не понимаю. Придем к Дону, брошу все к черту. Сыму штаны и буду утопать голый. Голому все как-то приятнее. Не утонешь. Говно не тонет. Ясное дело, что говно не тонет. И ты, Лопахин, переплывешь в первую очередь, а мне каюк. И родится же такая ягодка на свете.
Вот придем к Дону, я тебе свою безопасную бритву подарю. Запомни. А я не такой перец, как ты. Брейся на здоровье, вспоминай героически утопшего Александра Копытовского. Гони, Сашка, бритву, плот Дед стоит. великий, теперь и нам не самому сгодится. Теперь я опять живой. Я как плот увидел, сразу как заново на свет народился. Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю. Не донесли. Умер лейтенант. Смотри, какой дождь полоскал всю ночь, а земля и на четверть не промокла. Да. Вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик. Да. Теперь покурим. Пойду доложу старшине. А ты? Ты покури пока. Товарищи бойцы, сынки мои солдаты, глядите, сыны, какой туман стоит кругом. Вот таким же туманом черное горе висит над народом нашим. Это горе люди и ночью спят, не заспят. И днем через это горе белого света не видят. А мы с вами об этом должны помнить завсегда. И сейчас, когда товарища похороняем, последнего офицера полка, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале возле нас играть будет.
Мы об этом помним. Мы отступали, сынки, но бились, как полагается. Он, сколько нас осталось, раз-два и обчелся. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно, но и нелегко. Я старый среди вас человек и солдат старый. Слава Богу, 4-ю войну ломаю. И верю, пополнится наш полк людьми. И в скорости опять пойдем мы хоженой дорогой назад. На заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем. Такими тяжелыми шагами. Земля задрожит. Может быть, и вы, товарищ лейтенант, еще услышите нашу походку. Машины со снарядами с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро. А чё, на переформировку нас пошлют? Эй, а? Да, придется, видно, расставаться. А, Сашка? С кем расставаться? Нам с тобой. Да что за разговоры такие? Ну, обидно даже слышать. Что, мы наше ружье пополам, что ли, переломим? Ты остаешься, я остаюсь. Какой? Бросить я тебя не могу. Ты ж без меня с тоски подохнешь. Ругать-то некого будет. Другой ведь и не смолчит тебе. На кого нарвешься? А я терпеливый. А вот мне отдых требуется. Я, может, не такой железный, как Лопахин. У меня, понимаешь, даже вошки посторонние завелись. От тоски, что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а так, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Чего это? Ты откуда родом, Некрасов? Курский? Был Курский из-под Лебедяни. Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи. Смеяться тут не на чем. Тут смех плохой. У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что. Это что ж такое? А? Некрасов. Что-нибудь такое вот это, а? Да нет, это вовсе не то, о чем вы по своей глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая. Мозговая. Да у тебя же не может быть такой болезни-то, ё! Ей же обосноваться-то не на чем. Некрасов, ведь почвы же для него нету. А какая она из себя? Ну, говори, что тянешь? Ну, расскажи, Паша. Расскажи. Давай. Видишь, как оно получилось? Весной, помнишь, Лопахин? Когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта, ночевали в Семеновке. 100-1,5 в одной избе набилось. Спали валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарище, надышали, сил нет. Просыпаюсь я по мелкой нужде. И возомнилось мне, будто я в землянке. И чтобы мне выйти, нужно по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню. А полез на печку.
А на печке ветхая старуха спала. Ей этой старухе лет 90 или 100. Она уже от старости вся мохом взялась. Хватит. Рассказывай, рассказывай, Некрас. Не стесняйся, рассказывай. Тут все понятливые, кроме одного дурака. Хватит. Понятное дело, что эта старуха здорово возомнила. Стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь я такая шелудивая, с просонок да с испугу, конечно, разволновалась. И так это мне жалостливо. Кормилец мой, ты что удумал, проклятый сын? А сама меня валенком в морду тычет. И смех, и грех, ей-богу. Я говорю, бабушка, извини ты меня ради Христа, не шуми. И перестань ногами махать, а то не ровен час они у тебя при твоей старости отвяжутся. Хватит. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя. Но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми. С темы слез. Со старушки. С приступка, дурак. Мать честная, думаю, что ж такое со мной получилось? Не дай бог, ребята, услышали, что я с этой старой дурой говорил. Они же меня заживо в гроб вгонят своими надсмешками. По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора. И все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке. Или в блиндаже. Или в каком-нибудь ином укрытии. Она это твоя окопная болезнь не того? Не заразная она? А то возле тебя спроста ума посидишь, потом, может, тоже по ночам начнешь лазить куда не следует, а? Дурак. Интересно, почему же это я дурак? Да к тебе даже сибирская язва не пристанет. Не то, что какая-нибудь умственная болезнь. Вот вам, молодым, и можно воевать без воздуха, как и при здоровье. А мне нельзя. Года мои не те. Да и дома желательно бы побывать. Ведь у меня 4 детишек. И вот, понимаешь, год их не видел и забыл, какие они обличьем. Главное, старшенькую Машутку и ту толком не вспомню. А ведь ей 15-й год. Смышленая такая. Первой отличницей в школе училась. Про жену я уж не говорю. Тут дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь. Только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее под мышками пахнет. Жалостно ты про детишек рассказываешь, черт. Очень жалостно. Только что видел командира 34-го полка. Он приказывает нам немедленно отправляться до хутора Толовский. Там штаб нашей дивизии. Фу. Осмелился спросить его, как же будет с нами. Говорит, не беспокойся, старик. Раз сохранили боевую святыню Знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут и опять двинем на фронт, на самый важный участок. На самый важный. Это как вам, понятно?
Руки целые по всему, видать. Главное, как с ногами тронула кости или нет. Буду ходить или калека. Штаны пари, не жалко. А сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару. Подошва спиртовая и вытяжки настоящие, говяжьи. Ты, брат, тебе кирзовый товар, это понимать надо. Так что сапог не касайся. Понятно? Ты мне не указывай. То есть как не указывай? Сапоги-то мои. Ну и что, как твои? Бывшие твои. Не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать. Слушай, ты чудак, ты тяни. Тяни осторожненько. Я стерплю. Сука ты плешивая. Черт лысый поганый. Что же ты делаешь, паразит? А? Молчи, молчи. Сделано уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу. На бок лечь. Иди ты со своей помощью. Вредитель ты. Верблюд облезлый. Чума в очках. Стерва ты, плешивая, коросточная. Враг народа, вот ты кто есть. Кончил ругаться, Илья Муромец. А еще тоже пожилой человек. Постыдился бы за свои такие поступки. У тебя в хозяйстве до войны, небось, одна земляная жаба под порогом жила, и то, небось, с голоду подыхала. Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах. Придется потерпеть, браток. Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте. А то я на вас только понадейся. Ну, раз больше терпел солдат, то это и совсем должен вытерпеть. А лишнего ничего не отрежем. Не беспокойся. Нам твоего не надо. Господи, Боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что вы голых мужиков не видели, что ли? Ничего во мне особенного, такого любопытного нету. И тут, скажем, не всесоюзная сельскохозяйственная выставка. И я тоже самое не бык-производитель с этой выставки. Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. Да, Лежите и не разговаривайте. Удивительно недисциплинированный вы боец. Вы, товарищ доктор, за халатов не вижу вашего ранга. Спиртику приказали мне вовнутрь сдать. Терпи, терпи, гвардеец.
Тебе же лучше будет. Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали. Ну что вы скупитесь на лекарства? Что? Неужто очень больно? Терпеть-то можно. Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть. Так в чем же дело? Характер у тебя скверный. Или что? А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут извиняюсь, не то что зашипишь, а и по собачьи заавкаешь с подвывом. Очень больно. Нет, не больно, а щекотно. А я с детства щекотки боюсь. Поэтому и не вытерпливаю. Не желаю быть в этом учреждении, чертова матери. У меня нервы не выдерживают. Давай куда хочешь, только не сюда, на фронт. Давай обратно на фронт. А тут не согласен. Сапоги куда дели? Неси сюда. Я их под голову положу. Так они будут сохранней. До чужих сапогов тут много охотников. Нет, ты сначала заслужи их. Ты у них походи возле смерти. А изрезать всякий дурак сумеет. Господи, Боже мой, как мне больно. Лопахин, Лопахин, как мне больно. Ночевать будем здесь. Рано становиться на ночевку. Перекурим, отдохнем малость, и к заходу солнца притопаем в штаб дивизии. Слышь, старшина? Целый день не жрали. Там хоть к комендантскому котлу подвалимся. А ну прекратить разговорчики, обсуждения. С голодными босяками не могу же я являться к полковнику. Ясно и понятно. Встанем на ночлег, и чтобы у меня к ночи все было чин по чину. Рванье намундировали и зашить, заштопать. У кого обувка в жалостном виде, привести в порядок. Оружие, само собой, до зеркального состояния. Залатал бы штаны, Сашка. Ходишь, как святой в раю. Срамом отсвечиваешь. Тут поневоле сделаешься святым. Даже еще хуже. Товарищ председатель, ты ж бывший фронтовик, а понятия не берешь наше положение. Рассуждаешь, извиняюсь, как несознательная женщина. Не могу. Сказано, не могу. Так нам же много не надо, товарищ председатель. Но не могу, товарищ старшина.
Что-то они не договорятся никак. Иди, Лопахин, старику на выручку. А ты пиши накладную. А там что-нибудь найдем, а? Я тебе русским языком говорю. Ничего у меня в кладовой, кроме мышей, нет. Так, а ты не веришь. И ты меня за ногу не лапай. Я не девка. Да и нога у меня на просьбу нечувствительная. Она на протезе. Пошли. Тут я всего килограмм 3. Или около этого. Ребята ж голодные до смерти. Прямо безвыходное положение. А ты, главное, не робей, Поприщенко. Положись во всем на меня. Сейчас все организуем. А что ты придумал? Может, какую беззаконную пакость? Нет, все будет согласно закону, даю честное слово. В этом деле страдаю один я. Придется мне поколебать свои нравственные устои. А уж поскольку они и до этого давно расшатаны, готов пострадать заради товарищей. Да ты говори толком и не морочь мне голову. А вот сейчас увидишь. Товарищ председатель, на минутку. Слушай, парень, ты с войска, я с тобой буду говорить на чистоту. Кормиться нам чем-нибудь надо? Так? Так. Ты продуктами помочь не можешь. Так? Так. Тогда помоги в другом деле. В каком? Есть в твоем колхозе вдова или солдатка зажиточная? Ну как же не быть? Есть. Наш колхоз не из бедных. Вот станови нас на постой на одну ночь к такой зажиточной гражданке. Так, чтоб хозяйка не мордоворот была, а так более-менее на женщину похожа, понял? И чтоб не старше 70 лет. 70, браток, многовато. Желательно, конечно, помоложе. А? Понял. Разрешите действовать, старшина? Действуй, только что-то я сомневаюсь. Подведешь ты нас, Лопахин. Я подведу? Да очень просто даже подведешь. Это как же надо услужить бабе, чтобы она ни на одного на 27 душ харчей отпустила? Тут шахтер, я бы сказал, трудиться надо. О-о-о. А я с трудами не посчитаюсь. Я возвращаю ваш Ну-ну. Тот у меня похуже. Давай, Сашка, хлястик тебе. На трусы пришью. А штаны сожжем. А? Братва, хозяйка идет. Вот это да! Вот и радуйся теперь. Скушали нежданку. Все пропало. Пойду сейчас этому председателю морду набью, пущай над нами насмешки не учиняет, сукин сын. Чего ты психуешь? Как это чего? Да ты протри глаза, Лопахин, погляди на нее, хорошенько, тоже не женщина, а памятник. Типичная женщина, в юбке и при всех остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщина. Да на нее смотреть страшно. До войны в Москве на сельхозвыставке видела такую, стоит перед входом каменная баба на манер памятника. Так вот это не хуже ее. Ну и что? А Тоша мелковатый твой рост по ей, ясно? До седых волос ты дожил, старшина, а не знаешь того, что знает любая женщина. Чего же я не знаю, дозволь спросить. А то, что мелкая блоха злей кусает. Ты древнюю историю когда-нибудь изучил, старшина? Да приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была вроде бы ни к чему. А что? Жил в старину один полководец Александр Македонский. Так вот у него, как потом и у другого полководца римского, Юлия Цезаря, был лозунг. Пришел, увидел, победил. Я придерживаюсь этого лозунга.
и рост этой гражданки меня ничуть не пугает. Разрешите действовать, товарищ старшина? Ну, конечно, действуй. По случаю безвыходного положения я не возражаю. Только одно скажу, шахтер, не помрешь ты своей смертью. Все будет в порядке. Сколько они вас здесь наворотили. Ну, Наталья Степановна. А у вас, товарищ старшина, наблюдательный пункт подходящий. Прям как у генерала. Молчи, щеня. Человек для нашей же пользы старается, а ты гавкаешь. Петр Федотович, подайте мне ведра. Я возвращаю ваш портрет. Наталья Степановна, так я пойду в Катух, а? К овечечкам. Дармоеды отощали? Клюет. Парень он геройский. А рост? Ну что же рост? Недаром говорят, что мал клоп да вонючий. Геройством берете. Как все равно это самый полководец. Ты древнюю историю изучал когда-нибудь, Некрасов? Чего не знаю, того не знаю. Хвалиться не буду. Напрасно не учил Некрасов, напрасно. Вот, к примеру, в старину был такой знаменитейший полководец Александр... Вот чертова память. Александр... Суворов? Да никакой не Суворов, а той. Александр Македонский. О, какая его фамилия, хай ему 100 чертил. Так вот уж первая заповедь ее насчет противника была такая. Пришел, увидел и наследил. А наследит собачий сын бывало так, что противник после этого лет 100 чихает, никак не опомнится. Какой же он нации-то был? Он-то? Да. Александр этот. У него своя нация была. Как это своя? А вот так, собственная нация, шабаш. Маскировка и тишина. Если не спишь от голоду, то делай вид, что спишь. Да какая тут маскировка, когда в животе бурчит, что на улице, наверное, слышно. Живоглоты, куркули проклятые. Бойца и не покормить, это как, а? Тут, наверное, колхоз из одних бывших кулаков. Лопахин, не спишь? Нет. Смотри, не усни. Не беспокойся. Тебе бы сейчас для храбрости грамм 200 водки. Да где его черта у батьки достанешь? Обойдусь и без этого зелья. Пошел, что ли? А чего время терять? Удачи тебе, Лопахин.
Александр Македонский. Мелкая блоха. Пойду до председателя колхоза. Без завтрака не выступим. Вы тут поспокойней. Я скоро вернусь. Да какая же он блоха, он Александр Македонский. Он покоритель народов и гроза женщин. Никакого покорителя, только понадейся, с голоду подох. Доброе утречко, Наталья Степановна. Здравствуйте. Вы меня, Петр Федотович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночью слыхали все. Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское. То, что и оно. Что все в женихах ходите. По-вашему, так выходит. Если муж в армии, значит, жена подлюка, да? Ну, тихо-тихо. Зачем так? Зачем? Ну, ты пришлось кулаками доказывать, какие мы есть. Сашка, а? Мой второй номер. Этот? Ага. Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все же скажите, каков же ваш муженек-то? Какой он рост из себя? А? Да вот такой же, как и вы, Петр Федотович. Только трошки потушисти. Обижали вы ее, наверное. В зятьях он у вас был. Не-не-не. Мы с ним жили душа в душу. Он у меня работящий, смирный. Теперь в госпитале на излечении. Может, на поправку домой пустить? Пустят. Обязательно пустят. Это по какому случаю, Наталья Степановна? У вас такой завтрак готовится на всю нашу брашку. Я что-то не понимаю. Да что ж тут и понимать-то? Ночью ваш старшой, рыженький такой старичок, пошел к нашему председателю. И все им рассказал. Как вы жестоко сражались. Ну, гляжу уже, наш тут на рассвете чуть это не рысью к моему дому поспешает. Промашка получилась, Наталья. Промашка. Не бегунцы они никакие, а герои. Да ну, герои. Так мы ж вам все отдадим. Лишь бы только немцы сюда не допустили. Да и вправду сказать, сколько же уже можно отступать? А ну ж уже и упереться пора. Извините, конечно, за черствое слово, но прямо срамотно глядеть на вас. Выходит, Наталья Степановна, что не тот ключик мы подбирали к вашему замочку. Да, выходит, что так. Ну, ничего. Ха. Ничего. Это называется «Я возвращаю ваш портрет». Что-то не везет мне на любовь в последнее время.
Новенькая дивизия. Видал, какие? Сейчас иголочки, все блестить. Нарядные черти. Ну, прямо как на параде. Так, конечно, можно воевать. А побывали в таком переплете, как мы вчера? Сразу полиняли эти женихи. Николай! Николай, Стрельцов! Откуда ты, чертушка? Дружище, откуда ты взялся? Я тебя ору, а ты молчишь. Да. Да. И твои. Брат, ты просто не поймешь. Давай и сядем, Петя. Ну и трудно разговаривать. Я после того случая с бомбой ничего не слышу. Ты же глухой, Коля. И вот. Зачем же ты из медсамбата-то? Ой, елки. Зачем удрал? Значит, удрал. Ушел. Так за каким же чертом-то? Тебе же... Ой, Коля, Коля. Тебе же, дураку, лечиться надо. Как же это за... Каким... Кровь из ушей перестал идти. Чего ради я там валялся бы? Полк был очень тяжелом положении. У вас оставалось немного. И потом я просто не мог там оставаться. Понял? Как же я мог не прийти? Вот, я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому. Верно, Петя? Верно, верно. А ты, Бог. А глухарь ты, глухарь. Я страшно рад, что снова с вами.
Сталинграду. Знамя расчехлить. Солдаты. Солдаты. Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо вам. Спасибо. Победа будет за нами. Мы принесем знамя нашей великой армии освободительницы в Берлин. Слышишь? И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков. Михаил Шолохов.